Друзья, всех приветствую на канале. Сегодня у нас на обзоре гитара Schecter KM6 MK3 Legacy. KM это значит Kate Mero, 6 это значит 6 струн, MK3 это версия 3, Legacy это переиздание. Такие дела, погнали смотреть. Конечно же, люди, шарящие в английском, сразу же потянулись к клавиатуре писать, что вот вы неправильно перевели. Естественно, Legacy это переводится как наследие, но в контексте данной гитары это просто переиздание уже существующей версии MK3. Немного душных фактов про гитару. Корпус у нас из красного дерева, топ из клена, гриф также кленовый, накладка из черного дерева. И также на грифе у нас светятся точки. Лично не проверяли, но говорят, что светятся. Что у нас дальше? Датчики, 2 штуки Lundgren M6, крутилка громкости, трехпозиционник, отсечек никаких нет. Значит, бридж хипшот и локовые колки также имеются. Пара слов на тему ощущения от инструмента. Значит, первое, пару минусов назову, на которые обратил внимание. И то там минусы такие с натяжкой, в общем-то. Это немножечко хромающий баланс, то есть гриф вот перевешивает, видите. Но за счет того, что я играю с ремнем, и, в принципе, когда правой рукой придерживаешь, ну, на самом деле, не особо это и парит. Вот. И еще вот такой момент. Я думаю, все это прекрасно услышат. Да, это все добро надо глушить, потому что на полмьютах, всяких джентерских таких штуках это будет очень мрачно сыпать в микс, и, соответственно, как бы с этим надо будет либо гейтами бороться, либо просто нормально там поролоночку подсунуть. Мне кажется вообще странным у производителей то, что нет вот этой опции стандартной, какую-нибудь фигню сразу туда запихивать, чтобы вот эту проблему решать. Ну, типа, сами разбирайтесь, купили вот такую гитару с длинными вот этими хвостами струн, сами и глушите, как говорится. Значит, по поводу всего остального. Очень тонкий гриф. Для меня это супер удобная история, потому что я люблю грифы а-ля Ibanez. Они очень такие пилильные, очень скорострельные. Для меня это прям максимально топ. То есть обхват очень легкий и так далее. Плюс тут еще за счет того, что гриф сквозной, очень хороший доступ в верхней позиции. Я тут могу дотянуться вот слайдом до 27-го лада, которого тут нет, но как бы возможность присутствует. Это на самом деле очень прикольно. С перепугу даже можно промахнуться мимо 24-го. Потому что на гитарах, когда обычно играешь, делаешь слайд в верхнюю позицию, ну, прилетаешь куда-то в 22-й, 24-й и 23-й, и надо, бывает, на 24-й тянуться. Если у нас что-то типа Гибсона, то там вообще рука останавливается на 19-м, 20-м, и надо вообще там корячиться, доставать дальше. То есть тут проблем с этим вообще никаких нет. Не очень понравилось еще положение переключалки, но, я так понимаю, это можно раскрутить, повернуть, и она будет переключаться именно по направлению к датчикам, потому что в процессе игры, ну, все-таки как-то вниз-вверх и вперед-назад это не очень удобно, потому что на ходу можно так, оп, играешь и пальцем переключил. А тут надо руку заносить, в целом немножко неудобство это. Насчет звука. Тут, в принципе, к инструменту вопросов никаких быть не может, в плане того, что надо сначала прочитать
подписная гитара кого это и что этот человек играет. Кейт Мерроу играет всяческий тяжеляк, то есть там без намеков на какой-то фьюжн, джаз-рок, блюз, и, соответственно, эта гитара 100% заточена вот именно под этот стиль. Опять же, те же самые злющие Лундгрены, они, в принципе, тоже очень сильно намекают. Мы вот попробовали, когда записать, ну, чистый канал, в принципе, можно довольно легко подгрузить, и, соответственно, эта гитара лишена вот этой всей стеклянности, мягкости, нежности, там, стратокастеров, но, с другой стороны, покупая такой инструмент, вы четко понимаете, да, что, соответственно, это гитара для тяжеляка, для музыки полегче, надо выбирать инструмент с соответствующими спецификациями. Также есть идентичная версия гитары, но только вот в таком относительно белом цвете. Я, честно говоря, не могу определиться, какой из них лучше. Напишите в комментариях, какой вам больше нравится. Если в целом подвести какой-то итог, да, то это супер метальная гитара, очень такая шредерская, очень скорострельная, которая лишена всех вот этих вот моментов, которые про клин, про нежность и прочее. То есть это злой метальный инструмент. Вы также в комментариях напишите все, что вы думаете про инструмент, лайки, подписки, колокольчики. И до встречи в новых видео. Всем пока! Потому что обычно вот на гитарах, когда играешь, делаешь слайд и там воткнулся куда-то. Давай еще четко. это на гитарах, когда играешь обычно. Ты шлайд сказал. Шлайд? Да. Потому что когда обычно играешь на гитарах, делаешь слайд. Опять. Не, я угорнул уже просто. Сейчас. Потому что на гитарах, когда обычно играешь,